Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу предложить вам рассмотреть вместе со мной, какие же инструменты и возможности AutoCAD мы можем использовать для построения плана кухни. Предположим, у нас вот такая вот ситуация, когда вы работаете с менеджером, и менеджер поехал к заказчику, там он набросал на коленке какой-то вот эскиз, в котором отобразил пожелания заказчика к своей кухне. Вот. Кроме этого, он сделал замер. Вот наш замер. Вот. Как по замеру угла, по вот этому треугольнику рассчитать угол, я показывала в прошлом видео. Вот. И у нас получилось значение 91,3. То есть вот этот угол 91,3. И мы приступаем к построению плана. Если вы часто сталкиваетесь с такими задачами, то для вас имеет смысл подготовить специальный шаблон. В этом шаблоне, вот такой как у меня, в этом шаблоне уже есть набор блоков кухонных тумб, уже есть набор слоев, с которыми удобно работать, уже заготовлены листы с видом и рамочкой заполненной. Вот. И вот это основные такие преимущества работы с шаблоном. Значит, что мы начинаем? Ну, предположим, открываем новый файл, создаем новый файл по шаблону. Вот у меня шаблон кухня. Я создаю новый файл. Вот. И смотрю на замер, запоминаю основные цифры, потом их нужно будет проверить. Так, и я начинаю работать на слое стены. Пока черчу угол 90 градусов, так, 10,50 или 10,05 у меня там было, 10,05. Так, 10,05. Пока черчу под углом 90 градусов, а потом поверну. Так проще и удобнее. На 1,3 градуса. Вот. И сейчас я могу проставить основные размеры для того, чтобы прежде всего проверить себя. Еще раз. Здесь вставляю точность, один знак после запятой я хочу видеть. Вот, и вижу, что, в общем, вроде бы все сошлось. Вот, теперь я хочу заморозить. Давайте не заморозим, а заблокируем вот эти слои. И перейдем на другой слой, на следующий слой разметка. Вот, на слое разметка я черчу вспомогательные линии. Так. Здесь я отключаю ортогональный режим. Давайте сделаем так.
Вот, и теперь я размечаю под тумбочки. Я смотрю, нижние тумбы у меня идут 450, 600, 450, и здесь то, что останется. Значит, я делаю разметочку под них. Следующим образом я беру отступ, набираю 450, Enter, затем Enter для повторного вызова команды, набираю 600, дальше Enter для повторного вызова команды 450. Вот, это основная разметка, и сейчас я этот слой тоже заблокирую. Я блокирую слой разметка. Все, я его вижу, я могу привязываться к каким-то характерным точкам, но я не могу ничего сделать с объектами этого слоя. Они заблокированы. Вот, теперь, значит, я вставляю блоки, которые у меня уже здесь есть. Но я хочу, чтобы они разбивались при вставке. Вот, они у меня разбиваются при вставке. И я беру нижнюю тумбу. Вот эта тумбочка меня устраивает. Я ее вставляю сюда. Она разбивается. И здесь у меня уже, когда создавался блок, различные элементы этого блока, они уже были, принадлежали разным слоям. Поэтому я сейчас немножечко подтяну вот этот размер и применю инструмент, который я очень люблю использовать, это растянуть. Stretch, он в английской версии называется. Я цепляю вот так вот одну сторону, тяну в сторону изменения размера и набираю разницу между тем, что было, и тем, что мне нужно. Вот. И у меня размер фасада, я сразу же вижу, 446, и размер корпуса по ширине 450. Я беру этот набор элементов и перемещаю его. Вот здесь указываю базовую точку и перемещаю вот сюда. Вот. Вот. Теперь я могу еще немного подредактировать. Вот. И немного вытянуть сюда размер, так чтобы его было видно. Через все назад. Здесь тумба под духовку. Ничем не отличается от обычной нижней, на виде сверху она ничем не отличается от обычной нижней тумбы с одним фасадом. Поэтому я ничего здесь не меняю. Вот, теперь дальше. Дальше я еще раз вставляю такой же блок. Нет. Дальше мне нужен фасад. Я его копирую и с вот этой базовой точкой перемещаю на место посудомоечной машинки. Дальше я ищу угловую тумбочку, и я знаю ее шифр и вставляю сюда. Дальше редактировать очень удобно. То есть вот здесь вот у меня особый случай. Здесь не подходит стандартная тумба. Я применяю инструмент растянуть. Вот так вот обязательно справа налево секущую рамку показываю. И тяну, например, вот за эту точку и дотягиваю вот сюда. Вот. И здесь мы уже сразу же видим, как у нас все под столешницей получится.
Так, вот это поправляю. И еще одна маленькая тумбочка у нас будет по этой стене до батареи. Вот, она будет у нас где-то по ширине 350 миллиметров. Вот, я ее по глубине уменьшаю. Тем же инструментом растянуть я ее уменьшаю на 150, так, на 150 пока что миллиметров. Вот, и здесь я ее тоже уменьшаю на 100, пока на 100. Так, вот она. И поворачиваю. Сейчас посмотрим, если она у нас 90, если она у нас не помещается, то еще поправим размер. Так, значит, берем размер. И смотрим, 1110, а у нас до батареи 1160. Ну, наверное, все-таки нужно немного уменьшить, да? То есть берем вот таким образом. Радуемся, что у нас заблокированы элементы разметки. И на 50 миллиметров уменьшаем 10-60. То есть вот у нас до батареи 100 миллиметров остается. Ну, вроде нормально. Вот, поправим чуть-чуть этот размер. Так, и теперь можем использовать опять вот эти кнопки и заблокировать те слои, на которых находятся элементы, которые я сейчас буду указывать. Вот я сейчас кликну и заблокирую. Но прежде чем заблокировать, я думаю, надо немного поправить эти размеры все-таки. Все-таки их поправить. Вот так. Дальше блокирую вот этот размерный слой, вот этот размерный слой и фасады. Вот. Теперь я перехожу на слой столешница и черчу столешницу. Так, и в свою очередь, да, еще сделаю закругление, скругление столешницы, радиус 200, блоки, ставка блоков, ищу верхнюю тумбу с одним фасадом. Так. Меняю ширину тумбы. И переношу вот сюда прям. Вот, и поправляю размер. Дальше следующая тумба с двумя фасадами.
Тут надо поймать линию. Правильно. Здесь столешница, здесь совмещенный. Значит, что сейчас, какие исправления? Здесь мы можем сейчас практически разблокировать в пространстве модели, мы можем разблокировать все слои. Вот. А на листах убрать видимость тех, которые нам не нужны. Значит, слой разметка, он нам не мешает, потому что на печать он не идет. Вот здесь вот в свойствах слоев, значит, стены, они заблокированы, в принципе, пусть они так и остаются заблокированными. А разметка у нас не идет, она идет как непечатаемый слой. Вот, поэтому мы замораживаем. Так, и смотрим, что у нас пойдет на печать. Дальше переходим в нижние. Теперь какие еще удобства вот у такой формы подготовки плана вида сверху? Значит, если, например, я хочу что-то поменять вот здесь вот в этом чертеже, здесь можно еще раз заблокировать такие слои, как разметка, столешница и стены, например. Вот. И если нужно, предположим, на 50 миллиметров сдвинуть вытяжку вправо, соответственно, вправо сдвинется, вот, вправо сдвинется посудомоечная машина, уменьшится вот эта тумба и увеличатся вот эти тумбочки, обе, верхняя и нижняя. Вот, то есть все перерисовывать было бы очень неудобно, но с инструментом растянуть вот это, стретч, вот, мы делаем следующим образом. Мы выделяем рамочкой вот так вот наши объекты и берем растянуть. И тянем на 50 миллиметров вправо. Вот, что мы видим? Что вот эти тумбы у нас стали по 500 миллиметров. Вот эта тумбочка, она стала 750. Но если нам нужно за счет вот этой крайней изменить, мы можем сделать еще вот такую штуку. Мы можем вот так вот выделить тумбы, растянуть и поправить вот сюда 50 миллиметров сделать. Вот, и у нас сохранилась вот эта длина 800 миллиметров, вот это была 650, стала 600. Вот эти две тумбочки изменились, то есть все одним движением мы изменили. И вот здесь вот смотрим, вот, пожалуйста, у нас уже на этом чертеже 500, 800, 600, на этом чертеже 500, 600, 900, а здесь все как нужно. Осталось 446, это, ну, то есть 450 под посудомойку. Это размеры фасадов. Вот.
То есть вроде бы, вот, как видите, очень удобно. И я считаю, что обычные блоки вот в этой ситуации, они даже более удобные, чем динамические.